Fena sıkıştık Nur. Çok fena sıkıştık. Böyle bir durumda benim akılla mantıkla hareket etmem gibi bir şey de söz konusu olamaz. Gereğini yaparım. Yani? İkisini de öldürürüm. Nur! Mali! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Раскроет ли Мали видео, показывающее, что Нур, а не Туфан, на самом деле убил Хильми, когда тот угрожал Нуру? Увидит ли господин Туфан, как они разговаривают наедине в саду, и подойдет ли к ним и попросит объяснений? Узнает ли Лейла, что Мали заставила Нура смотреть? Сможет ли Дживан защитить Лейлу от Нура и Мали? Сможет ли Нур осуществить свой план по убийству Лейлы? Расскажет ли Мелих Бей Туфану, что Нур и Мали – любовники? Что будет делать Нур в такие моменты? Когда Туфан даст ясный ответ и скажет, что убьет их обоих, покажет ли Нур свой страх? Увидит ли Туфан, как Нур и Мали сближаются во время разговора в саду? Почему Мали Нур говорит, что они в трудном положении? Почему у Нур истерика? Если Туфан узнает об этих отношениях, как он говорит, убьет ли он Мали и Нур? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы стало известно, что Туфан не убийца, что именно Нур убил Хильми, а Мали и Лейла не кузины, чтобы она могла теперь попытаться быть счастливой с Дживаном, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Он использует видео, которое находится у него в руках, как козырную карту, чтобы сохранить свой брак с Мали Фердой и избавиться от давления, которое оказывает на него Нур. Нур будет вынужден хранить молчание, поскольку вскроется видеозапись, показывающая, что Хильми на самом деле не был убит Туфаном много лет назад, а что Нур задушил Хильми после аварии. Пока Мали и Нур беседуют наедине в саду, Лейла будет наблюдать за ними и пытаться услышать, о чем они говорят, в то время как Туфан Бей будет наблюдать из окна своей комнаты. Не в силах понять, о чем они так долго говорят, Туфан Бей видит, что Нур приближается к Мали, и не в силах устоять, в ярости выходит в сад и окликает их. Когда Мали и Нур встретятся с ним, он спросит, что случилось, и попытается выяснить, о чем они говорили. Но, конечно же, Нур и Мали скажут что-нибудь, чтобы отстранить его и оставить Туфана. Лейла задастся вопросом, о чем они говорили и что Мали заставила Нур смотреть, чтобы успокоить ее, и пойдет за ней. Лейла не отпустит Мали, пока не получит от него желаемое. Но Мали скроет это видео от всех и не покажет его. Дживан постарается сделать все возможное вместе со своей матерью Семой, чтобы защитить Лейлу от зла Нура и Мали. Хотя Лейла пытается уберечь его от всего, что может причинить ему вред, а он этого даже не осознает, ему не удастся заставить Лейлу отпустить события. Если Лейла увидит это видео из Мали, ее гнев по отношению к Нуру усилится еще больше, и Дживану будет сложнее ее контролировать. Когда Нур хочет убить Лейлу и избавиться от нее окончательно, Мали выступает против этого. В то время как Мали теперь хочет спокойной жизни вдали от зла, неудержимые злые планы Нура никогда не закончатся. Конечно, благодаря последнему видео Нур придется немного сбавить обороты. Если станет ясно, что отец ее бывшего мужа Лейлы Хильми умер в результате того, что Нур его задушил, а не в результате несчастного случая, Нур успокоится, потому что она боится попасть в тюрьму и родить там ребенка. Но будьте осторожны, я сказал, что он успокоится, он не сдастся, он снова займется тем, как уничтожить видео в руках Мали. Мелих Бей, с другой стороны, был чрезвычайно зол на Нур, потому что она рассказала ему, что он изменял своей последней жене. Чтобы запугать Нур и держать ее подальше от себя, он расскажет Туфану о своих отношениях с Мали, как будто она кто-то другой, и попытается узнать реакцию Туфана. Когда Туфан ясно и прямо отвечает, что убьет их обоих, Нур от страха не может даже говорить. Когда Мелих Бей спрашивает Нур, как она интерпретирует такое событие в присутствии Туфана, Нур удивляет Мелих Бея, отвечая так, словно это совсем не в ее стиле. Даже если Мелих Бей ничего не скажет Туфану в данный момент,
он даст понять Нуру, что может сказать это в любое время. Несмотря на то, что ясная позиция Туфана в такие моменты очень пугает Нур, она постарается сменить тему, чтобы не показывать ее Туфану. Когда Туфан видит, как Мали и Нур разговаривают в саду, и они сближаются в последний момент, другими словами, когда он видит, как Нур пытается обнять Туфана, он в ярости выходит в сад, зовет их обоих и злится, чтобы посмотреть, что происходит. Пока Мали и Нур обезумеют от страха, Туфан попытается разобраться в происходящем. Узнав, что его жена, которая была рядом с ним в течение многих лет, изменяет ему с человеком, которого она называет своим кузеном, Туфан Бей окончательно сходит с ума. Потом он скажет, что в Мали-Нуре мы оказались в трудном положении. Причина этого в том, что Поток видел их близость и не понимал ее. Потому что объяснения, которые они дадут в тот момент, не удовлетворят Туфана. Спустя годы Туфан просыпается и замечает, как его жена и Мали, которую он считал своей кузиной, часто проводят время наедине и о чем они разговаривают. Эта ситуация обеспокоит Мали и Нура, а Лейлу обрадует. Как только Нур покинет Туфана, она пойдет в свою комнату и в гневе перевернет все вверх дном. Мали, которая, как она думала, была безумно влюблена в него все эти годы, убивает своего бывшего мужа за его спиной и угрожает ему, записав его на видео и показав ему запись много лет спустя. Когда этот инцидент заставит Нур осознать, что ее отношения с Мали основаны на лжи, Нур сойдет с ума и будет злиться на себя за то, что не замечала ничего подобного. Я надеюсь, что Туфан поймет, что именно Нур убил отца Лейлы, Хильми Бея, а не их отношения, и что его спасут от тюрьмы. Несмотря на то, что он дал своему старому другу кучу денег, чтобы тот взял вину на себя и не попал в тюрьму, правда имеет плохую привычку рано или поздно выходить наружу. Возможно, если Туфан согласится отбывать наказание вместо того, чтобы на этот раз сбежать, Мали поделится имеющимся у него видео сначала с Туфаном, а затем с полицией, поскольку он знает, что тот невиновен и хочет избавиться от Нура. Если что-то подобное произойдет, Нур будет опустошена, и вокруг нее никого не останется. Нарушит ли Туфан Бей соглашение со своим старым другом Такозом или сделает так, чтобы в тюрьму отправился он сам, а не он сам? Если Лейла узнает о видео, которое Мали показала Нуру, заберет ли она его у Мали и передаст в полицию? Будет ли господин Туфан знать об этом видео? Попадет ли Нур в тюрьму? Сможет ли Нур добраться до своего отца и его семьи и начать новую жизнь? Что Лейла планирует делать с сумкой, которую она спрятала как сумку Мали? На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.